В 2 часах езды от Нью-Йорка в штате Нью-Джерси течет небольшая река. Она берет начало в озере, проходит через леса и холмы и впадает в реку Делавэр. Вдоль ее берегов живут тысячи людей. Здесь ловят рыбу, катаются на каяках и отдыхают на природе. На первый взгляд это совершенно обычное место. Но с середины 2000-х годов вокруг этой реки начали происходить странные события. Несколько человек, которые никогда не были знакомы друг с другом, рассказывали одну и ту же историю. Они описывали высокое существо ростом около 2 метров, с треугольной головой, огромными черными глазами и телом, похожим на гигантского богомола. Во всех рассказах повторялись одни и те же детали. Перед появлением существа раздавался низкий гул. Затем все вокруг погружалось в неестественную тишину. По телу проходила странная вибрация. Но самым пугающим было другое. Почти каждый свидетель говорил, что существо смотрело не в глаза, а будто прямо в сознание. Такую историю легко принять за выдумку или объяснить совпадением, но когда исследователи начали изучать тему глубже, выяснилось, что похожие существа описывались задолго до этих событий. Их изображения находят на древних наскальных рисунках в Иране. Они встречаются в мифах народов Южной Африки, в древнеегипетских текстах и в легендах коренных народов Северной Америки. Эти культуры были разделены тысячами километров и существовали в разное время. Они никак не могли обмениваться подобными историями. И все же снова и снова изображали одно и то же существо с треугольной головой, огромными глазами и тонким телом, напоминающим насекомое. Что это на самом деле? Древний образ, который по какой-то причине возникал у разных народов. Или за всеми этими рассказами скрывается нечто, существование чего мы пока не можем объяснить? Первое задокументированное сообщение о встрече на этой реке относится к 2006-му. Рыбак по имени Пол Джакс ловил форель на одном из тихих участков берега. По его словам, он провел там уже несколько часов, когда внезапно почувствовал странную вибрацию в правом ухе. Это был не звук, а именно физическое ощущение, словно где-то рядом работал мощный источник низкочастотных колебаний. Пол обернулся и застыл. Всего в нескольких метрах от него стояло существо ростом около 2 метров. Сначала он заметил его ноги. Они были согнуты почти как человеческие, но по строению больше напоминали конечности огромного насекомого. Затем он разглядел все остальное. Длинное темно-коричневое тело, непропорционально тонкие руки и ноги, треугольную голову и 2 огромных черных глаза, занимавших почти все лицо. Но сильнее всего Пола поразило не то, как выглядело существо. Когда их взгляды встретились, он неожиданно почувствовал, что существо растеряно. Оно выглядело так, будто само не ожидало, что человек сможет его увидеть. Несколько секунд они просто смотрели друг на друга. Затем существо спокойно развернулось, сделало несколько шагов и исчезло. Оно не убежало в лес и не скрылось за деревьями. По словам Пола, в какой-то момент его силуэт просто начал сливаться с окружающим пейзажем, пока полностью не исчез из виду. Позже он говорил, что не верил, будто существо убежало или растворилось в воздухе. Он был уверен в другом. Оно все еще оставалось на том же месте, просто снова стало невидимым. После этой встречи Пол никому ничего не рассказывал. Он понимал, насколько невероятно прозвучит его история, поэтому предпочел молчать. Пол признавался, что еще долго не мог заставить себя вернуться на то место. Он пытался найти рациональное объяснение увиденному, но так и не смог понять, с чем столкнулся в тот день. Спустя 5 лет, в 2011-м, на том же участке реки произошел еще один похожий случай. Рыбак Джо Пари находился на берегу вместе с братом, когда услышал странное низкое гудение. Казалось, звук не доносился ниоткуда, будто вибрировал сам воздух. Одновременно по всему телу прошло легкое покалывание, похожее на слабый электрический разряд. Когда Джо обернулся, примерно в 10 метрах от себя, он увидел высокое темно-коричневое существо с треугольной головой. Особенно ему запомнились постоянно движущиеся челюсти, словно существо что-то медленно пережевывало. Джо застыл на месте. Позже он говорил, что дело было не только в страхе. В какой-то момент он понял, что просто не может пошевелиться, будто тело перестало ему подчиняться. По словам Джо, ему показалось, что существо каким-то образом проникло в его сознание. Не читало мысли в привычном смысле, а словно просматривало воспоминания одно за другим. В тот момент ему казалось, что оно знает о нем абсолютно все. Детские страхи, самые личные переживания и события, о которых он никогда никому не рассказывал. Через несколько секунд существо медленно подняло длинные руки и расправило огромные крылья. Это выглядело скорее как демонстрация силы, чем как попытка улететь.
а затем его силуэт просто исчез в белой дымке. Джо не выдержал напряжения и рухнул на землю. Но самое странное выяснилось позже. Джо никогда не встречался с Полом Джаксом и ничего не знал о его рассказе пятилетней давности. Тем не менее, оба мужчины, независимо друг от друга, описали практически одно и то же существо. Совпадали рост, треугольная голова, огромные черные глаза, необычные конечности, низкий гул перед появлением и даже ощущение, будто существо воздействует на сознание. Сначала это выглядело как два странных, но случайных эпизода. Однако вскоре исследователи обнаружили, что подобных историй гораздо больше. Сообщения начали поступать от людей, которые не были знакомы друг с другом, жили в разных местах и зачастую даже не слышали о предыдущих случаях. В 2014-м водитель, проезжавший по мосту через эту реку, заметил в воде высокую темную фигуру. Он сбавил скорость. Посреди реки неподвижно стояло коричневое существо ростом около 2,5 метров с длинными тонкими руками. Но прежде чем мужчина успел остановить машину и выйти, фигура начала становиться полупрозрачной, а затем бесследно исчезла. Со временем подобных сообщений накопились уже десятки. Большинство очевидцев замечали загадочное существо лишь на несколько секунд или видели его издалека, но Пол Джакс и Джо Парри утверждали, что находились всего в нескольких метрах от него и успели хорошо рассмотреть его внешность. Исследователь аномальных явлений Лон Стриклер, который много лет собирает подобные свидетельства, заметил любопытную закономерность. Несмотря на то, что свидетели не были связаны между собой, их рассказы часто совпадали в деталях. Почти каждая встреча начиналась одинаково. Сначала появлялся странный низкий гул. Затем все вокруг резко затихало. Смолкали птицы, переставал шуметь ветер. Казалось, будто сама природа на несколько секунд замирала. И только после этого возникало странное чувство, что рядом находится кто-то еще. Еще до того, как человек успевал что-либо увидеть. Некоторые очевидцы рассказывали и о сбоях техники, переставали работать телефоны и фотоаппараты, часы начинали показывать неправильное время. Один рыбак утверждал, что его эхолот вышел из строя буквально за несколько секунд до появления загадочного существа. Многие свидетели независимо друг от друга говорили, что в какой-то момент им начинало казаться, будто существо смотрит не в глаза, а прямо в сознание. Одни испытывали необъяснимое спокойствие, другие — сильный страх. Но почти все говорили, что после исчезновения существа оставалось чувство, будто они столкнулись с чем-то, чему невозможно найти разумное объяснение. На этом историю можно было бы считать еще одной местной легендой, если бы похожие сообщения не начали поступать из разных стран мира. Люди рассказывали о встречах с такими существами на пустынных дорогах, в лесах, в загородных домах и даже в собственных спальнях. Особенно часто подобные описания встречались в историях о предполагаемых похищениях, когда человек утверждал, что против своей воли оказался внутри неизвестного объекта. Один из самых известных подобных случаев произошел в штате Арканзас. Мужчина по имени Терри Лавлейс рассказывал, что однажды ночью проснулся полностью обездвиженным. Он лежал на поверхности, напоминавшей медицинский стол, внутри незнакомого помещения. Вокруг него находились несколько странных существ. По его словам, небольшие серые гуманоиды выполняли какие-то действия, словно проводили обследование, но руководило ими другое существо. Оно было высоким, около 2 метров ростом, с треугольной головой, огромными черными глазами и ртом, напоминавшим челюсти богомола. Когда Лавлейс попытался закричать, существо обратилось к нему без слов. Мысль прозвучала прямо у него в голове. Оно спокойно попросило не сопротивляться и пообещало, что после окончания процедуры его вернут обратно. Исследователи отмечают, что подобные рассказы отличаются удивительной детализацией. Люди подробно описывают расположение существ, их поведение и даже роли каждого из них. При этом многие утверждают, что до своего опыта вообще не интересовались темой НЛО или подобных существ. Похожую историю рассказывал и писатель Уитли Стрибер. По его словам, во время одного из своих переживаний он оказался в незнакомом помещении, где видел сразу несколько типов существ. Больше всего ему запомнились высокие фигуры, напоминавшие богомолов. Стрибер утверждал, что именно они наблюдали за происходящим и руководили другими существами, которые выполняли обследование. Позже он писал, что эти существа почти не двигались и не проявляли эмоций, но создавалось ощущение, что именно они полностью контролируют ситуацию. Другие очевидцы также называли их врачами, учеными или теми, кто принимает решения. Именно эта повторяемость вызывает больше всего вопросов.
Люди из Нью-Джерси, Арканзаса, Великобритании, Австралии, Бразилии и многих других стран, не имеющие между собой никаких связей, описывают одинаковую внешность, одинаковое поведение и даже одинаковый способ общения. Скептики считают, что всему виной фильмы, книги, интернет и особенности человеческой психики. Но есть одна проблема. Похожие образы существовали задолго до кино, задолго до современных книг и даже задолго до появления письменности. В Иране был подробно изучен необычный наскальный рисунок. На камне изображена тонкая фигура с треугольной головой. Некоторые специалисты пришли к выводу, что она очень напоминает богомола. Точный возраст рисунка определить невозможно, но ему может быть несколько тысяч лет. Самое необычное, фигура выглядит одновременно похожей и на человека, и на насекомое. Создается впечатление, что древний художник пытался изобразить не вымышленный образ, а вполне конкретное существо. Но Иран далеко не единственное место, где встречаются такие изображения. На юге Африки древний народ Сан на протяжении тысячелетий рисовал на скалах существ с головами богомолов. В их мифах богомол не просто насекомое, это создатель мира. Он принес людям огонь, научил их охотиться и установил правила жизни. Похожие образы встречаются и в Древнем Египте. В текстах о загробном мире упоминаются существа, напоминающие богомолов. Они сопровождают души умерших и выступают проводниками на их пути. Интересно и происхождение самого названия. Слово «богомол» происходит от древнегреческого слова «мантис», которое означает «прорицатель» или «тот, кто видит скрытое». В легендах народа Хапи, жившего на юго-западе Северной Америки, рассказывается о духах-посредниках между людьми и высшими силами. Некоторые из них изображались с чертами, напоминающими насекомых. По преданиям, они приходили из другого мира, общались без слов и обладали знаниями, недоступными человеку. Откуда этот образ появился у народов, разделенных тысячами километров и тысячами лет? И почему современные свидетели описывают существ, похожих на тех, кого изображали еще в глубокой древности? Скептики предлагают несколько объяснений. Первое связано с сонным параличом. Это состояние, при котором человек уже проснулся, но еще не может двигаться. В такие моменты мозг способен создавать очень реалистичные галлюцинации. Люди слышат странные звуки, чувствуют чье-то присутствие, видят темные фигуры и испытывают ощущение, будто кто-то находится рядом. Многие рассказы о людях-богомолах действительно совпадают с этими симптомами, особенно те, где человек не может пошевелиться и ощущает чужое присутствие. Но есть серьезная проблема. Многие встречи происходили не ночью в спальне, а днем. Люди видели этих существ во время рыбалки, прогулок по лесу или за рулем автомобиля. В таких случаях сонный паралич уже не может служить объяснением. Вторая версия связана с необычными электромагнитными полями. Некоторые исследователи считают, что геологические разломы способны создавать аномалии, влияющие не только на работу электроники, но и на восприятие человека. Это могло бы объяснить гул, вибрацию, внезапную тишину, сбои техники и некоторые зрительные эффекты. Подобные явления могут вызвать необычные ощущения. Но почему десятки людей, находившихся в разных местах и в разное время, описывают одно и то же существо с одинаковыми деталями внешности и поведения? Третье объяснение связано с влиянием уже известных историй. После появления первых публикаций люди могли бессознательно повторять знакомые образы, дополняя их собственными воспоминаниями. Психологи хорошо знают этот эффект. Он встречается во многих загадочных историях от призраков до НЛО, когда новые рассказы постепенно становятся похожими на уже известные. Но откуда вообще появился этот образ? Наскальные рисунки в Иране и Южной Африке были созданы задолго до появления книг, телевидения и интернета. Народ Сан изображал существ с головами богомолов тысячи лет назад. Если это просто образ, который люди заимствовали друг у друга, то его источник уходит настолько глубоко в прошлое, что установить его уже невозможно. Именно поэтому исследователи аномальных явлений предлагают несколько версий. Ни одна из них не имеет научного подтверждения, но каждая пытается объяснить, почему рассказы людей так похожи. Первая версия — внеземное происхождение. Согласно этой гипотезе, существа прибыли с другой планеты, где были совсем другие условия, иная гравитация, другой состав атмосферы и совершенно иной путь эволюции. Поэтому внешне они напоминают земных насекомых, но обладают интеллектом и технологиями, значительно превосходящими человеческие. Сторонники этой версии обращают внимание еще на одну закономерность. Во многих рассказах именно существа, похожие на богомолов, занимают самое высокое положение.
Они редко выполняют какие-либо действия сами. Вместо этого они наблюдают, принимают решения и руководят другими существами, которых очевидцы часто описывают как исполнителей. Вторая версия — межпространственное происхождение. Она основана на предположении, что наша реальность может быть гораздо сложнее, чем кажется. Некоторые физические теории допускают существование дополнительных измерений, которые человек не способен воспринимать. Если это действительно так, подобные существа могли бы ненадолго появляться в нашем мире, а затем также внезапно исчезать. Возможно, они не становятся невидимыми. Они просто уходят туда, куда мы не можем заглянуть. Есть и третья, самая необычная гипотеза. Согласно ей, эти существа вообще никогда не прилетали на Землю. Они были здесь всегда. Некоторые исследователи предполагают, что миллионы лет назад одна из древних линий насекомых могла развиваться отдельно от остальных, постепенно приобретая высокий интеллект. Если это так, то люди и эти существа могли бы делить одну планету, никогда не сталкиваясь друг с другом. Однако современная биология относится к этой версии крайне скептически. Самым крупным известным насекомым в истории Земли была гигантская стрекоза с размахом крыльев около 75 сантиметров. Она жила сотни миллионов лет назад, когда кислорода в атмосфере было значительно больше, чем сегодня. Современные насекомые дышат через маленькие отверстия в теле. Такая система просто не смогла бы обеспечить кислородом существо размером с человека. Кроме того, его внешний скелет оказался бы слишком тяжелым, чтобы свободно двигаться. Сторонники этой гипотезы отвечают, что речь идет уже не об обычном насекомом. По их мнению, за миллионы лет эволюции такой организм мог полностью изменить свое строение, развив совсем другие способы дыхания и движения. Интересно, что во многих рассказах повторяется одна и та же деталь. Эти существа не нападают и почти никогда не проявляют агрессии. По словам очевидцев, они просто наблюдают. Свидетели описывают их как холодных, спокойных и очень разумных. Они не выглядят ни злыми, ни добрыми. Скорее напоминают исследователей, которые внимательно изучают неизвестный объект. Именно на это обратил внимание психиатр Джон Мак, профессор Гарвардской медицинской школы. Он был одним из немногих академических ученых, кто всерьез изучал рассказы людей, утверждавших, что сталкивались с подобными существами. Большинство его пациентов не имели признаков психических расстройств. Они проходили обычные психиатрические обследования и никаких отклонений врачи не находили. Но при этом люди, никогда не знавшие друг друга, описывали одинаковые встречи и одних и тех же существ. Мак не утверждал, что эти существа существуют в физическом мире. Он говорил о другом. Каким бы ни было происхождение этих переживаний, для самих свидетелей они были абсолютно реальны, и объяснить их известными механизмами он не мог. Гарвард даже начал официальную проверку его исследований. Для профессора с такой репутацией это был крайне редкий случай. В итоге никаких нарушений обнаружено не было, но сама эта история показала, насколько спорной и неудобной для академической науки остается эта тема. Если собрать все вместе, возникает очень странная картина. С одной стороны, нет ни одного убедительного доказательства существования разумных существ, похожих на богомолов. Нет подтвержденных фотографий, биологических образцов или задокументированного контакта, который полностью исключал бы ошибку или обман. Поэтому, с точки зрения науки, наиболее вероятным объяснением остаются особенности человеческой психики и ошибки восприятия. Но есть и другая сторона. Один и тот же образ появляется снова и снова. Мы до сих пор исследовали лишь небольшую часть собственной планеты. Большая часть Мирового океана остается неизученной. Многие пещеры и подземные системы еще не нанесены на карты, а каждый год ученые открывают новые виды животных, о существовании которых раньше даже не подозревали. Так кем были эти существа? Древними богами, проявлением человеческой психики, гостями из другого мира или чем-то, чему у современной науки пока просто нет объяснения? А что думаете вы? Какая из версий кажется вам наиболее убедительной? Может быть, у вас есть свое объяснение этому феномену? И если бы вы сами увидели такое существо, поверили бы собственным глазам или решили бы, что разум сыграл с вами злую шутку? Напишите свое мнение в комментариях.